Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Январь 2025 года. Что случится в течение января? Какая тайна откроется? Чего ждать? Или что вас удивит? И три важных события. Давайте узнаем подсказки карт. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же подсказки, глядя на карты Таро, обдумывая какую-то свою ситуацию, вы, я надеюсь, получите. Астрологически Уран в январе в Тельце в ретро-движении обещает всем знакам зодиака обновление. Это могут быть вопросы, связанные с Землей, первое, и второе, с деньгами. Телец – символ благополучия во всех сферах жизни. Но, пожалуй, финансовые активы, финансовые документы, если мы говорим в направлении деньги, валютные или фондовые рынки, системы взаиморасчетов тут как раз могут меняться. И буквально есть еще вопросы, если мы говорим про землю. Это буквально территория, где вы находитесь, место вашего проживания, пребывания, или вопросы вашего жилища, дома, или то, что происходит в вашем доме, может быть и оформление жилья, или, если на более глобальном масштабе, то это тоже вопросы территории могут решаться. Меня смотрят люди из разных стран. Если же мы перейдем к энергетике, которая влияет астрологически именно на ваш знак зодиака, то для вас, мои дорогие, это прекрасный месяц, сильной энергии чувств и самовыражения, вопросы любви, вопросы и достатка. И когда много согласований можно совершить со знаком плюс. Почему? Тут словно планеты на вашей стороне, потому что Марс в вашем знаке. И это символ бодрости, активности, жизненной силы, преобразований. Значит, хватит и бодрости, и сил для вас, чтобы осуществить какой-то проект. А Венера находится тоже в водном знаке, как и вы в знаке зодиака Рыбы. И обе планеты помогают вам как раз провести, как и важные согласования решения, как и по части дел официальных, так и по сентиментальной панораме здесь тоже могут быть очень многие приятные события. И для тех, кто человек даже семейный или вы долгое время в паре, здесь есть возможность заново пережить медовый месяц. Здесь, правда, очень добрый январь месяц для вашего знака зодиака, которым вы должны остаться довольны. Ну, давайте посмотрим, что нам скажут карты Таро. Не всегда астрология совмещается с картами Таро. И первая карта, что же случится и в какой сфере жизни произойдут либо перемены, либо изменения, либо какие-то важные ключевые события произойдут в январе. Что для вас будет в приоритете в целом? Первая карта. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему все это идет? Что исполнится, как желание или что-то доброе по отношению к вам? Какая тайна откроется? Чего в целом ждать от января месяца энергии? И события, которые продолжат развиваться с заходом или с переходом на февраль месяц. И три важных события, три карты. Какой сферы жизни это касается или какого направления, может быть, и как совет, с чем вы столкнетесь. Три важных события. Первое событие или первое направление. Второе, может быть, это как сфера жизни, где вам придется решать вопросы. И третье. Так что же случится? Давайте достанем карту. Старший аркан, башня. Ну, должна сказать, что прежде башня изображалась как тюрьма. Это был какой-то период ограничения, значит, тут у каждого по-своему. Значит, есть или был тот вопрос еще где-то на декабре, который вы не знали, как решить, или что-то стало на паузу по тем причинам от вас независящим,
К примеру, по законам, все же старший аркан как раз об обстоятельствах извне говорит. И здесь у вас как раз открывается как зеленый свет, и вы можете что-то осуществить. Но есть и предупреждения, безусловно, по этой карте нам говорят о том, что будьте осторожен. Здесь нельзя долго мешкать, тут нельзя долго раздумывать. И для кого-то это может говорить, если мы в концепции Земли рассматриваем Уран в Тельце и вопросы территории, может быть и правда куда-то нужно будет отправиться и быстро принимать решения. Вы уже и прежде, скорее всего, об этом думали или предполагали, но здесь может как уплотниться пространство или ситуация быть более острой, когда это самое решение буквально вам нужно будет принимать очень быстро. Э, Эта карта еще и трансформация одновременно, поэтому какие-то перемены у вас происходят, даже если вы сами не инициируете, если вы не хотите никаких перемен, значит, опять же, события как через обстоятельства, может быть, с ключевыми партнерами или обстоятельства на работе, обстоятельства по вашему бизнесу тоже будут оказывать на вас влияние, чтобы вы быстро решили какой-то вопрос. Потому что по аркану башни мы всегда делаем что-то быстро. Мы можем раздумывать очень долго, тем не менее физиологически наш мозг принимает в течение 15 секунд важное решение. Вот вам, видимо, придется что-то подобное в течение января месяца, хотя бы как раз вот единожды принимать. Давайте мы с вами откроем следующую карту, что же вас удивит. Интересно. А вот правда тут какая-то тайна откроется, Верховная Жрица как раз о тайнах. Подсказки вашей собственной интуиции. Это карта независимости. Вас может и удивить какой-то человек, независимый достаточно. Пусть у нас выпадает Верховная именно Жрица, и меня смотрят мужчины. Это может быть какая-то тайна, но не то, что тайна даже, да, как откроется. Верховная Жрица умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. Но это очень независимая персона, которая свой нейтралитет не променяет ни на что. У кого-то могли быть взаимоотношения с конкретной, может быть, женщиной, девушкой, это я пока продолжаю для мужчин, которые, может быть, прежде словно разрушились. Или у вас, ну, не достигли вы какого-то взаимопонимания. И теперь, что вас удивит? Может быть, как раз удивит какая-то холодность со стороны этого человека, вот этой девушки или женщины, когда она остается на своей волне. Она словно закрывается от вас. Вот для кого-то, я надеюсь, это не для всех, но правда, для кого это актуально, это может вполне проиграться. Что же для вас, мои дорогие девочки? Это вы сами храните тайну, храните молчание, храните свою независимость. По Верховной Жрице это не та независимость, которая больше согласуется с доказательствами, когда мы что-то там объясняем, пытаемся склонить к своему мнению. Нет, а тут мы ничего не доказываем. Мы полшага в тень отходим и просто наблюдаем, слушаем свою интуицию. И где-то нужный момент, он обязательно у вас появится. Потому что тут вы играете как и главные аккорды, так и первую скрипку. Здесь вы и предвидеть что-то можете. Здесь вам интуиция дает очень правильные подсказки. Кстати, и по части личной жизни, и по части заработков. И я бы сказала, мои дорогие девочки, вы в центре внимания. Правда. Для мужчин тут может быть какая-то другая важная женщина. Может быть, не обязательно, я же понимаю, не у всех же произошли какие-то изменения в отношениях буквально, когда они, ну, вы или расстались, или не нашли взаимопонимания, разрушены по факту ваши отношения. Но может быть и какая-то персона, которая вам в принципе интересна, но она словно закрыта, и вы ее не можете ни понять, не просчитать. Вас действительно может еще и удивить какой-то факт, как тайна, которую вы узнаете. Вас может где-то даже шокировать с учетом аркана башня. Надеюсь, я правильно изложила, меня поняли, потому что невозможно эти две карты одинаково трактовать как для девочек, так и для мужчин. Но для вас, мои дорогие девочки, здесь
больше возможностей какой-то будет. Но, может быть, и доля ответственности какая-то на вас лежит, потому что впереди аркан башня. Но я больше вижу, что это как раз те возможности, когда прежде вам что-то мешало, и вы все никак не могли либо приступить к чему-то, либо получить важный документ, либо получить какой-то результат. Может быть, здесь и события такие складываются, как вот Уран в Тельце по вопросам денег. Что-то меняется, как концепция взаиморасчетов, и вам придется перестроиться. Может быть, и я все же уверена, по Верховной Жрице, вы находите выход из любой ситуации. И причем, если поначалу для вас вот этот аркан башни может казаться как какая-то преграда или с какого-то шаблона ломка, вы уже к чему-то привыкли, вы уже как настроились на какую-то одну волну, вы уже отработали какую-то стратегию, тактику, то здесь вам приходится это менять, но все же выход вы найдете, это точно. Давайте мы с вами узнаем, что или кто появится неожиданно. Королева жезлов — это та, которую жизнь ставила буквально на колени несколько раз, но она каждый раз поднималась. Это карта сильного человека. И, кстати, что объединяет эти две карты, Верховная Жрица и Королеву Жезлов? Дальше мы, конечно, у кого-то может проиграться конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихия огня, Овен, Лев, Стрелец, или там имеет асцендент. Но я все же вижу вот одну личность, причем такую очень самодостаточную личность, ту, которая умеет о себе не рассказывать много. Та, которая умеет из самой патовой ситуации находить выход. Та, которая умеет находить не просто выход, а действовать в одиночку. Ну, вот тут правда про образ очень сильного человека. И вот этот огонь, вот эти жезлы, это как будто внутри вас самих. Это есть какое-то желание страстное что-либо осуществить. И правда, выход вы какой-то найдете. Тут будет какая-то возможность. Но, дважды повторюсь, по двум этим картам идут значения, когда молчание помогает. Для кого-то из вас и правда конкретный человек тоже может внезапно появиться в вашей жизни. Или вы будете кого-то возвращать. Это уже больше, наверное, будет касаться мужчин. Давайте мы посмотрим, к чему же тогда все это идет. Подобное то, что нам описали. Правда, вы можете выйти победителем из любой ситуации. Причем абсолютно точно. Шестерка пентаклей. Для кого-то из вас решить закрыть важные вопросы по финансам, по документам, и поэтому хоть камни с неба, вот эта башня. А для вас, с одной стороны, какая-то победа, с другой стороны, у вас есть тот человек, который вам буквально будет помогать. Или который вам готов, допустим, меня смотрят люди, и у каждого своя какая-то ситуация жизненная. Так вот, если у вас есть какая-то финансовая брешь, или вам нужно срочно в январе закрыть какой-то платеж, а сумма денег не получена по какой-то причине, поверьте, у вас есть в вашем окружении человек, который вас выручит деньгами. Или вам нужно решить какой-либо вопрос по документам. Значит, тут тоже как какая-то поддержка или добрый совет, как это сделать правильно. Действенный совет, не тот совет, который ни о чем, а именно как помощь, как оказание какого-то содействия конкретного. Ну и, безусловно, если мы говорим, к чему все идет, деньгам. Все же это карта поддержки одновременно где-то высших сил и одновременно получения денег. Поэтому, если вот вы сейчас меня смотрите, мое видео, и у вас как раз финансовая какая-то ситуация нестабильная или очень сложная, или платежи какие-то не согласуются с поступлениями денег, поверьте, вы найдете выход даже из самой сложной ситуации. Вы продумаете какую-то, даже если нужно, многоходовочку, но вы, мои дорогие, выход найдете железно. Лично я в этом не сомневаюсь. Что же исполнится? Потому что конечный итог вы получаете. Да, что-то тут может словно так вот деструктивно немножко или застать врасплох, или действительно какая-то тайна, или событие происходит для вас неожиданное. Но вот ваша какая-то стратегия, тактика плюс правильный расчет, может быть и помощь людей для вас помогают решить вопросы любой сложности, с уверенностью говорю. Что исполнится?
Королева чаш, ваша карта, карта любящего человека. А вот по личной жизни как раз прогресс. Прогресс, как я уже говорила, и астрологически, и для тех, кто в парах, и это не только ваша любовь, это где-то отклик партнера к вам, но и, понятно, ваши чувства тоже, они здесь могут, по крайней мере, в тех парах, у которых все хорошо. А вот где были какие-то нюансы, вопросы, то тут, скорее всего, будет какая-то перезагрузка с учетом того, что вверху карта башня. Давайте мы узнаем дальше, какая тайна откроется вверху аркан Верховная Жрица. Откроется какая-то тайна по прежнему конфликту. Или для кого-то из вас вы сделали словно выбор. И вот вы этот выбор сделали, может быть, неделей, а то и месяцем, а то и раньше. Правда, и вы видели какой-то вопрос в одном свете или в одном каком-то восприятии. А здесь вы узнаете, что нет, а тут все обстоит совершенно по-другому. Вы можете, правда, сожалеть о том, что где-то вы приняли не совсем правильное решение. Есть такой момент. По двойке мечей именно в этой колоде это карта конфликта. Причем того конфликта, когда на пустом месте, не из-за чего конфликтовать. У нас, обратите внимание, словно двое находятся в одном пространстве. По сути дела, они дерутся из-за каштана, находясь оба в этой скорлупе от каштана. То есть нет вопроса для дискуссии как такового, а мы можем видеть в этом целую какую-то проблему. Вот тут должно быть принято какое-то решение, и я так думаю, по крайней мере, к этому склоняюсь. Если мы говорим, какая тайна откроется, беспочвенность конфликта или беспочвенность споров, или вы, может быть, сталкиваетесь с той ситуацией, когда вы прежде, вот опять же, да, какие-то в накале отношения, а теперь вы понимаете, что или вы закрываетесь, кстати, полностью от партнера, потому что вам надоедает какой-то конфликт. Вот я такое могу предположить. Или вы сводите на нет этот конфликт, потому что рядом королева чаш. Вот здесь немножко по-разному. Потому что я так вижу, что тут для девочек одно, для мужчин немножко по-другому. Хотя и могу предположить, что и для вас, мои дорогие девочки, тут и тоже разные могут быть ситуации. Так вот, конфликт беспочвенный абсолютно точно. Здесь, если что-то даже не может продолжаться, вот для кого это актуально, ну, тогда не стоит даже об этом распространяться, потому что конфликт не изменит ситуацию или не изменит обстановку, не придаст правильного решения, к примеру, да, или не позволит договориться с человеком, а вот именно свести на нет через какую-то дипломатию, скорее всего, и если и нужно, или если есть действительно важный человек в вашей жизни, то тогда нейтрализовать обстановку, словно сделать какой-то правильный выбор или чтобы состоялся важный, может быть, и разговор. Давайте мы посмотрим, чего же ждать в целом от января месяца. Правда, будут актуальными вопросы, в первую очередь, жилища. Именно в этой колоде карт нам человек под мухомором показан. И здесь может быть у каждого по-своему. Для кого-то это переезд, который вы планируете. Или на место вашего пребывания вы хотите оформить какую-то бумагу. Или, может быть, станет необходимость ремонта, может быть, и так, банально. Или для вас будет, допустим, какая-то работа, предположим, связанная с командировками. У каждого же здесь по-своему. И вы будете тоже искать жилье в той местности, где вы дольше всего бываете. Может быть, есть какие-то сожаления по пятерке пентаклей, есть всегда как недостаток. Есть недостаток, кстати, по деньгам, но тут тогда вы решаете денежные вопросы, это точно. Шестерка пентаклей даже для тех, у кого патовая ситуация. А для кого-то по пятерке пентаклей действительно пройдет вот этот самый конфликт. И чего ждать? Ну, тогда вы будете пытаться как-то нивелировать, я вижу, этот конфликт. Или пытаться вернуть как раз какие-то отношения. Если вы захотите, у вас это получится. Но, видимо,
У каждого вопрос желаний как-то идет по-своему. Для кого-то это полная любовь. Здесь не будет, мои дорогие представители знака зодиака Рак, здесь не будет одной концепции не только для всех вас, но здесь как будто для девочек одно, для мужчин, кто меня смотрит, несколько иное. Так и могу сказать, что для вас, мои дорогие девочки, тут тоже может быть по-разному в зависимости от того, с чем вы сталкиваетесь. Для кого-то 16-й аркан будет означать как раз-таки вопросы по жилью, для кого-то это будет означать вопросы по деньгам, а для кого-то это будет означать вопросы в личной жизни. И опять же, все нужно переделать и пересмотреть. Убрать вот эту какую-то недоговоренность или какую-то нестабильность. Чего ждать? Тут именно из-за либо обстоятельств извне, либо из-за вашего не совсем корректного решения могли сложиться определенные условия, когда разбираться придется именно в январе. Я надеюсь, что это не для всех, что для кого-то из вас это просто карта проиграется, чего ждать, как недопонимание. У нас сверху королева жезлов, и, может быть, есть персона, которая вам интересна и родилась, правда, под знаком зодиака, стихия огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, или просто это человек очень самодостаточный, привлекательный, словно обладающий магнетизмом, но вы не знаете, как к нему подступиться. Может быть и так. Давайте мы посмотрим, что же, тем не менее, будет продолжаться. Ну вот я говорила, тут самые сложные ситуации можно решить для вас в январе. И даже если приходят эти возможности как-то криво, иррационально, ну или неправдоподобно, или неожиданно, напоминают вот эту самую башню. А башня-то у нас словно разрушение. Так вот помните, что какая-то башня, она только выглядела так, как вот этот дуб могучий, дерево. Нам казалось, посмотрите, века будет стоять от попадания молнии, рушится, падает. И мы узнаем, что дерево было трухлявое. Оно уже себя изжило как будто. Вот у кого-то подобное, что-то может проиграться по финансовой ситуации, у кого-то по личным отношениям, у кого-то по работе, у кого-то по месту жительства, буквально так. Поэтому в конечном итоге, чтобы тут хоть камни с неба, для вас, посмотрите, финансовое благополучие раз и личное счастье два. Десятка кубков. Карта радости, карта взаимопонимания. Но, может быть, какие-то важные решения вам и придется принимать по той как раз области или по тому фарватеру, где у вас сейчас наиболее острая ситуация. Но оно того стоит. Вы великие дипломаты. И если вы захотите, для вас нет ничего невозможного в январе. Давайте мы откроем 3 важных события. И правда, девятка мечей где-то нам говорит о том, что это как сожаление. Это как мы видели что-то совершенно в искаженном восприятии. Мы не видели какой-то реальности. И девятка мечей – это то, чего нет. Но стоит нам, вот как этой девушке, выглянуть в окно, здесь ей видится какой-то мрак и сплошные мечи. Открытое окно и восход солнца. Реальность она другая. А мы словно смотрели вглубь себя. Как эта девушка, посмотрите, она что-то долгое время изучала. Она настолько углубилась в знания, что она выпала из реальной жизни, а этого делать нельзя. И ей сейчас именно поэтому и тяжело, что реальная какая-то жизнь, она вот там, за окном, она как будто идет сама по себе, а ее жизнь идет сама по себе. Вот что-то подобное каждый из вас может прочувствовать, но чувства эти приходят из разных сфер жизни, у каждого из вас по-своему. У кого-то это напоминает, может быть, по финансам ситуацию, когда вы были в чем-то уверены, а в наше сложное время единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что ни в чем уверенным быть нельзя. И вы понимаете, да, что прежняя стратегия, тактика по финансам, теперь мне нужно ее тоже менять. У кого-то по части личной жизни тоже какие-то важные вы должны сделать выводы. Или по части, может быть, работы, учебы. Что-то вы здесь, словно дисбаланс происходит. Баланс – это когда уравновешены две чаши весов. А здесь у нас именно одна какая-то пошла вниз. И вот то, что
мы видим в открытом окне как восход. По сути дела, это жизнь реальная, но она проходит где-то на дистанции от нас. И наша задача вернуться в реальность, мои дорогие. Надеюсь, вы понимаете. Вот такое событие. Видимо, у каждого возвращение в реальность будет по-своему. Но опять же, у вас все получится. Как и по деньгам, так и по работе. Очень продуктивное время. Восьмерка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. И нам говорят, если важное событие, значит, что-то вы согласуете и по деньгам, и по работе, и по бизнесу. У кого что. И это карта профессионала. И плюс еще к тому профессионального роста. И карта говорит, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Есть то, что вам нужно и должно быть продолжено, потому что результат уже практически на пороге. Но и по финансам-то деньги есть, деньги будут. А если нужно решить какую-то тему финансовую, точно решите. Третье. И туз пентаклей. Тут какая-то перезагрузка. По тузу пентаклей это всегда возможность, но это еще может быть важная информация или какое-то ваше важное решение. Тут может быть очень много важных компонентов в вашей жизни, возможно, мои дорогие. Вам придется сложить воедино в один какой-то красивый узор сразу все сферы жизни. И вопросы вашего достатка, благополучия по части денег, по части взаимоотношения с важными для вас персонами или с близкими и родными людьми, или согласовывать вот место жительства, или выбирать место жительства. Может быть, кто-то покупает и продает, точнее наоборот. Но вот разные абсолютно вопросы. Но это вот период перезагрузки в январе для последующих каких-то очень важных стартов, потому что туз пентаклей всегда начало. Это как зернышко, которое мы садим в землю. И вот один пентакль, который держит в руке наша ведьмочка, это Таро ведьмочек. И вот в последующем вырастет денежное дерево. Правда, тут возможность как быть не просто счастливым, остаться довольным. И 2025 год для вашего знака зодиака, ведь это время благоприятных свершений. Более того, Юпитер в середине года перейдет в ваш первый дом гороскопа, а как известно, Юпитер – это планета больших подарков, или планета удачи, или планета возможностей. А первый дом – это символ нового «я». И вот где-то это новое «я». Вы, мои дорогие, ваши планы, намерения и цели уже конкретизируются в январе 2025 года во всех сферах жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.